Все ждут окончания войны как некого облегчения. Для путинской системы это самый худший из возможных сценариев. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? И сейчас я объясню, почему они боятся мира сильнее, чем продолжение войны. Я бывший сотрудник второй службы ФСБ и разберу 5 вещей, которые путинская власть должна будет решить в момент, когда война закончится. И почему ни на одну из них у нее нет ответа. Это не прогноз со стороны, это логика изнутри системы. Для большинства людей окончание войны – это надежда на будущее. Для путинской власти это набор вопросов, на которые у них нет ответов. Когда мы, обычные люди, думаем об окончании этой войны, мы думаем, наконец-то перестанут погибать. Перестанут приходить похоронки, может быть, станет легче жить. Когда об этом думает путинская система, она думает совсем другими категориями. Не наконец-то, а что дальше? А вот это «что дальше» распадается на несколько очень конкретных, очень неприятных для них вопросов, каждый из которых сам по себе это проблема. А вместе они складываются в определенное положение, из которого нет хорошего выхода именно для них. И я хочу сразу обозначить свою позицию, чтобы не было недопонимания. Я против этой войны, я считаю ее абсолютно преступной и бессмысленной. И чем быстрее она закончится, тем лучше для всех, и в первую очередь для тех, кто на ней сейчас погибает. Но именно поэтому, что я хочу ее окончания, я считаю нужным честно объяснить, почему путинская власть будет этому сопротивляться. Не потому что они просто какие-то особенные злодеи, а потому что мир для них означает необходимость отвечать на вопросы, на которые они отвечать абсолютно не хотят и не могут. Дальше 5 таких вопросов. Разберу каждый из них. Уровень убийств. Среди вернувшихся с фронта в 18 раз выше, чем в среднем по стране. И это при том, что вернулись пока меньше ее часть. Начну с цифр, потому что здесь они говорят лучше любых рассуждений. По подсчетам издания «Верстка», основанным на анализе судебных решений, за 4 года войны вернувшиеся с фронта убили или искалечили больше 1000 человек. 551 погибший. Еще 465 человек получили тяжелые травмы и увечья. Если пересчитать на понятный показатель, уровень убийств среди вернувшихся составляет около 170 на 100 тысяч человек. В среднем по стране этот показатель около 10. Разница почти 18 раз. Отдельная деталь, которая много говорит о том, как путинская власть к этому относится. В 85% приговоров суды учли участие в войне как смягчающее обстоятельство. То есть человек убил и получил меньше, потому что человек воевал. За убийство по неосторожности и в случаях, когда потерпевший выжил, вернувшийся обычно получает минимальные сроки или вообще условные сроки. И вот теперь самое важное, ради чего я вообще начал с цифр. Есть аналитика издания iStories, которая на первый взгляд опровергает всю панику вокруг этой темы. Они пишут, массового всплеска преступности пока нет. Вернулось по официальным данным порядка 140-167 тысяч человек. И на фоне общей статистики по стране это пока не считывается. Но дальше в том же тексте идет фраза, которая для меня и есть ключ ко всей этой теме. Цитирую по смыслу. Гипотеза существования влияния вернувшихся на уровень преступности не находит подтверждения и не найдет до тех пор, пока не будет массового возвращения после окончания боевых действий. Понимаете? Аналитика, которая формально успокаивает, на самом деле говорит ровно то же, что скажу вам я. Пока война идет, проблем не будет так массово. Не потому, что ее не существует, а потому, что люди физически находятся пока на фронте. Она наступает в тот момент, когда война заканчивается, и они возвращаются все сразу. А теперь оцените масштаб. Вернулось порядка 160 тысяч. Общее количество прошедших через войну в разы больше. Это люди с боевым опытом, с навыками применения оружия. Часть из них с тяжелыми психологическими последствиями. Значительная часть с судимостями еще до фронта, потому что их набирали из колоний. И все они возвращаются в страну, где для них не подготовлена ни система реабилитации,
ни программ трудоустройства, ни вообще внятного понимания, что с ними все-таки делать. В путинской системе это прекрасно понимают. Не в деталях, а в общем виде это очевидно любому, кто хоть немного знает оперативную обстановку в стране. И это первая причина, по которой окончание войны выглядит для них не облегчением, а началом новой, гораздо более сложной проблемы. Целые регионы четвертый год живут на военные деньги. В день окончания войны эти деньги исчезают. Военная экономика – это же не только заводы. Это выплаты контрактникам, выплаты за ранения, выплаты семьям погибших. Это регионы, где зарплаты на оборонном предприятии стали лучшим доступным вариантом для многих, а контракт – единственным способом закрыть ипотеку или, скажем, купить квартиру. Это целые местные экономики, которые перестроились под этот поток денег. Теперь представьте, что война закончилась, заказы сокращаются, а выплаты прекращаются. Люди, которые получали на фронте суммы, недостижимые для них на гражданке, возвращаются в города, где такой работы нет и не будет. И возвращаются они не поодиночке, а массово, в один период. Это создает двойной удар, который накладывается на первую проблему. Те же самые люди, у которых есть боевой опыт и оружейные навыки, оказываются еще и без денег и, в принципе, без перспектив. Это классическая формула для роста криминала. И не нужно быть оперативником, чтобы это понимать. Плюс более общий экономический вопрос. Производство, перестроение под военные нужды не переключается обратно по щелчку. Это годы. Огромные вложения и политические решения, которые никто не хочет принимать. А главное, куда девать людей и мощности в этом промежутке. Я, конечно же, не экономист и не буду делать вид, что могу просчитать точные цифры. Но я знаю, как эта логика работает на уровне принятия решений. Когда у тебя есть работающая схема, которая пока что удерживает социалку, стабильность за счет денежного потока, ты не будешь эту схему ломать добровольно, пока есть возможность ее продолжить. В день окончания войны обществу придется ответить на вопрос, который сейчас задавать запрещено. Ради чего погибли все эти люди? Вот это, на мой взгляд, самое тяжелое для путинской власти. Тяжелее криминала и тяжелее экономики. Пока война идет, вопрос «зачем» подавляется. Есть внешний враг, есть мобилизация усилий, есть законы о дискредитации и фейках, которые делают публичное рассуждение и обсуждение этого уголовно наказуемым и запускают репрессии. Общество живет в режиме, где сомневаться вслух стало очень дорого. Война заканчивается, этот режим больше не работает. Внешняя угроза, которой все объяснялось, больше нет. Мобилизация усилий больше не требуется. А вопрос остается, и он теперь звучит от людей, которых невозможно назвать врагами или инагентами. От матерей, от вдов, от самих вернувшихся. Ради чего? Что мы получили? Что получили конкретно эти семьи взамен погибших сыновей и мужей? Почему за 4 года, или уже на тот момент, может быть, и 5 лет, а то и 6 лет войны, страна оказалась беднее, изолированнее и опаснее для жизни, чем было до? Кто принимал решения и кто за них отвечает? И вот тут я скажу прямо, как думаю. Именно поэтому разбор полетов после войны неизбежен. И именно поэтому те, кто эти решения все-таки принимал, будут его оттягивать всеми доступными способами. Потому что разбор означает не абстрактную дискуссию в телевизоре. Он означает конкретные имена, конкретную ответственность и конкретные вопросы к людям, которые сейчас находятся у власти. Заметьте, я говорю не о том, что обязательно кто-то понесет наказание. Я говорю о том, что сам факт постановки этих вопросов – это уже угроза для устойчивости путинской конструкции. Путинская система построена на том, что вопросы не задаются. Начинает шататься в момент, когда их становится невозможно не задать. Мне очень хочется, чтобы эти разборы состоялись. Я считаю, что они необходимы нашей стране. Но я понимаю и обратную сторону. Те, кому предстоит на эти вопросы отвечать, тоже прекрасно все понимают. И для них каждый месяц продолжения войны – это отсрочка того дня, когда придется за все отвечать. За последний год силовики получили 6 серьезных
расширения своих полномочий. Все они обоснованы, конечно же, войной. В мирное время объяснять их станет абсолютно нечем. Но это не главный фактор из вышеперечисленных. Но он очень важный. И я о нем знаю не понаслышке. Смотрите, что произошло буквально за 12 месяцев. Летом 25-го контроль над блокировками в интернете и работой с VPN перешел к второй службе ФСБ. То есть к подразделению, которое занимается не техникой, а политикой. С 1 января 26-го ФСБ вернуло все следственные изоляторы центрального подчинения, включая Лефортово, а директор ведомства получил право лично устанавливать порядок содержания. В январе Госдума одобрила отдельный законопроект о расширении полномочий службы. В феврале приняли закон, по которому операторы связи обязаны отключать любые услуги связи по мотивированному требованию ФСБ и при этом освобождены от ответственности перед абонентами. С 1 апреля ФСБ получила право доступа к базам данных любых организаций. Отдельно расширены полномочия по контролю над критической инфраструктурой. 6 решений за год. Каждая по отдельности объясняется соображением безопасности в условиях военного времени. Но все вместе они означают простую вещь. Рычаги управления страной физически перемещаются в одно ведомство. И вот вопрос, который в мирное время станет сам собой. А зачем все это дальше? Зачем спецслужбе право отключать связь с целым регионом, если нет никакой угрозы? Зачем доступ к любым базам данных, если война закончилась? Каждое из этих полномочий было получено под конкретное обоснование. И в этот момент, когда обоснование исчезает, возникает вопрос о его возврате. Полномочия не отдают добровольно. Это касается любой бюрократии в любой стране, не только российских спецслужб. Ведомство, которое за короткий срок получило беспрецедентный объем контроля, будет заинтересовано в сохранении условий, которые этот контроль оправдывают. Это не заговор, это обычная институциональная логика. Но в сумме с остальными факторами она работает в ту же сторону. Продолжение войны удобнее, чем ее окончание. А что же касается санкций, спросите вы? Санкции не снимут даже в день перемирия. Назад откатить ничего нельзя. Остановиться значит получить все отложенные проблемы разом. Это положение загнанного зверя. Соберем картину. Путин прекращает войну, это сотни тысяч вооруженных людей возвращается одновременно в страну без программ для них. Прекращает войну, исчезает денежный поток, на котором держатся целые регионы. Прекращает войну, приходится отвечать, ради чего все это было сделано. Прекращает войну, такие организации, как ФСБ, теряют основания для полномочий, которые получили. И еще один пункт, который добивает всю эту конструкцию. Санкции не снимут. Это иллюзия считать, что в день перемирия Запад разворачивается и все возвращается к 2021 году. Не возвращается. Механизм санкций устроен так, что их снятие – это долгий политический процесс с условиями, на которые нынешняя власть пойти не готова. То есть даже главный экономический аргумент в пользу мира для них не работает. Получается, что у Путина положение загнанного зверя. Назад откатить нельзя, они простят и не забудут. Вперед идти все тяжелее. А остановиться означает получить разом все отложенные проблемы одновременно. И в этой логике, я подчеркиваю, в их логике, не в моей, продолжение войны выглядит наименее плохим вариантом для путинской власти. Не потому что оно хорошее, а потому что оно откладывает расплату. Каждый следующий месяц – это еще месяц, когда не нужно отвечать на вопросы, не нужно решать, что делать с вернувшимися, не нужно объяснять, зачем спецслужбе такие полномочия. Я разобрал логику путинской системы, но не для того, чтобы кого-то в ней оправдать. Наоборот, я хочу, чтобы вы понимали, когда вы слышите очередное заявление о том, что мир невозможен, что переговоры бесперспективны, что нужно идти все-таки до конца, за этим стоит не стратегия и не идея. За этим стоит очень приземленный расчет конкретных людей, которым выгоднее продолжать, чем отвечать. И вывод из этого, на мой взгляд, очень простой.
Война не закончится сама по себе, по доброй воле тех, кто ее начал. Потому что у них нет ни одной причины ее заканчивать, а есть 5 причин ее продолжать. Она закончится только тогда, когда продолжать станет невозможно. И вот к этому моменту обществу лучше подойти с готовыми вопросами. Ради чего это было и кто за это отвечает? Потому что задать их все равно придется, и лучше сделать это осознанно, чем в хаосе. А как вы думаете, до каких пор путинская система сможет продолжать эту войну? Что закончится раньше, деньги, люди или терпение общества? Напишите в комментариях, мне правда интересно, как это вы видите со своей стороны. И подпишитесь, новые разборы выходят регулярно. И без подписки вы их, скорее всего, не увидите. И если хотите больше, чем разбор системы, у меня есть телеграм-канал, ссылки в описании и в комментариях. Там я разбираю текущие новости, политику и события со своим мнением, без купюр. Там же можно написать мне напрямую с любым вопросом. Постараюсь ответить. С вами был Вадим Майоров. Спасибо вам за просмотр. Берегите себя. До новых встреч.